Всем привет! Вы слушаете подкаст «Тихо», и вас по-прежнему стараются расслабить и усыпить Марина. В этом выпуске вас ждут две буддийские притчи: дар и правильная мантра. Устраивайтесь поудобнее и набирайтесь мудрости. Всем добра! Дар. Однажды Будда сидел в одиночестве, когда к нему подошел человек и разразился тирадой очень грубых выражений в его адрес. Но Будда сидел, улыбаясь, и спокойно слушал эту клевету, без единого жеста неодобрения. Такая реакция еще более раскалила обиженного жизнью человека. И вскоре от злости у него на губах даже выступила пена. Когда запас ругательств истощился, Будда спросил человека с улыбкой: «Брат, ты все сказал?» «У тебя нет даже чувства стыда», — продолжил человек. «Ты даже не реагируешь, когда я оскорбляю тебя. Ты толстокожий и бесчувственный, как бревно». Тогда Будда спросил: что случается с преподнесенными дарами, если человек не принимает их? Немного задумавшись, человек ответил: они остаются у дарящего. Спасибо тебе, брат, за то, что ты хотел подарить мне все эти бранные слова, спокойно сказал Будда. Но я не принимаю этот подарок, поэтому ты тоже можешь оставить его себе. А сейчас я расскажу другую притчу. Правильная мантра.
император так любил напольные вазы, что уставил свои покои самыми красивыми из них, с золотой росписью и драгоценной инкрустацией. Император поручил любимому слуге бережно протирать дорогие вазы и кувшины и время от времени переставлять их местами. Однажды этот слуга случайно разбил вазу. Император пришел в ярость и приказал казнить бедного слугу. Все придворные, жалея беднягу, пытались вымолить прощение для незадачливого слуги, но безуспешно. Однако император пообещал сохранить жизнь слуги при условии, что найдется такой умелец, который склеит осколки и восстановит вазу. Но умельцы, только глянув на груду осколков, вздыхали и беспомощно пожимали плечами. А слуга тем временем прощался с жизнью и молился, чтобы император сменил гнев на милость. А в это время в город вошел странствующий мастер Покеда. Он услышал историю о разбитой вазе и о приговоренном слуге. Покеда пришел во дворец и сказал, что он исправит ситуацию. Мастер Покеда славился чем угодно, но только неумением склеивать вазы. Однако у него была репутация святого человека, и все посчитали, что он применит какое-то волшебство, особую мантру, чтобы восстановить любимую вазу императора. Покеду привели в покое императора. Показали осколки. Но мастер смотрел не столько на осколки, сколько внимательно разглядывал галерею из дорогих ваз, которые были изготовлены лучшими умельцами Поднебесной. Затем мастер Покеда попросил принести ему палку. Его желание было выполнено.
В галерее толпились придворные, министры и слуги. Всем хотелось посмотреть на волшебство, которое применит знаменитый мастер, и услышать мантру. Мастер Покеда тем временем улыбнулся императору своей чудной светлой улыбкой и, взяв в руки палку, начал быстро колотить по всем остальным вазам. Все присутствующие застыли в безмолвии. Какое-то время присутствующие, да и сам император, полагали, что разбивание ваз является частью волшебства, и молчали. Первым опомнился император. «Мастер, что ты наделал?» «Я выполнил свое обещание, император». «Ты же обещал склеить вазу». «Я этого не обещал. Я сказал, что исправлю ситуацию. И я это сделал». В зале было 2 дюжины ваз. Расколотив эти вазы, я спас 2 дюжины людей от смерти. Каких людей? Тех, кто в будущем могли разбить эти вазы. Придворные еще никогда не видели своего императора в таком гневе. Он приказал связать мастера и растоптать его слонами. Привели слона. Мастер лежал связанный на полу. Воины окружили сцену казни, чтобы предупредить неожиданное вмешательство толпы. Все видели, что мастер Покеда лежал совершенно неподвижно, и слышали, как он тихонько бормотал какую-то мантру. Слон не двигался с места. Слуга подстегнул слона прутом. Слон не шевельнулся. Слуга подстегнул слона еще раз. Слон попятился, потом развернулся и пошел в другую сторону. Толпа ахнула. «Стойте!» — закричал император. «Уведите слона немедленно
и развяжите Покеду. Мастера развязали. Император приказал ему приблизиться и сказал так: «Мастер Покеда, я обещаю, что прощу тебя и прощу слугу, если только ты поделишься со мной своей тайной. И я понял, что ты знаешь какую-то мантру, чтобы успокоить слона». «О нет, я не знаю мантры, чтобы успокоить слона. Я знаю только мантру, чтобы успокоить себя. Расскажи мне». Конечно. Есть только одна правильная мантра. Мантра любви. О, император, я верю, что мы все составляющие Бога. И ты, и я, и слон, и воины с мечами, и эта толпа — мы его продукт, и все, что происходит, часть его великого замысла. Я люблю Бога, и значит, я не могу не любить тебя и этого слона. Когда я лежал связанный на земле, то я думал о том, что этот слон — прекрасный, добрый и мудрый зверь. Я любил этого слона и восхищался его силой. И я думал о том, что ты величайший из императоров и мудрейший из правителей. Мое сердце было преисполнено восхищением и любовью к тебе. И я желал счастья и добра и тебе, и слону. Если бы я позволил ненависти и страху овладеть мной, то они умножились бы во много раз, и все твои плохие свойства возобладали бы. Слон не тронул меня. Звери чувствуют любовь острее, чем люди. Как же ты мог любить меня, приговорившего тебя к смерти? Ведь ты всего лишь преподал мне урок, что разбитая ваза — ничто по сравнению с человеческой жизнью. Как же ты мог восхищаться моей мудростью, если я хотел убить человека из-за груды бездушных черепков? «Ого», — сказал мастер Покеда, — «мантра работает даже лучше, чем я предполагал».
Надеюсь, вам понравились притчи, и они помогли вам расслабиться. Или даже заснуть глубоким сном. Спокойной ночи.